Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня я хочу вас познакомить с кофточкой, которую очень часто заказывают у меня в ателье мои клиенты. Эта кофточка очень проста в изготовлении и интересна. Клиенты порой заказывают по несколько в одном фасоне в разных тканях. Эта кофточка на мне. Вот я выступаю рекламным проспектом, на себе рекламирую свою продукцию. Стоит что-то новенькое себе сшить, как тут же мои клиенты хотят себе такое же. Ну, это замечательно. Теперь и вы у меня появились, и мне и с вами хочется поделиться, похвастаться. Здесь красиво подобрана тесьма, интересная, фантазийная такая аппликация. Вернее, тесьма была приобретена, а очень сложно было под эту тесьму подобрать ткань, потому что хотелось идеально попасть в цвет этих цветов. Ну, правда, потом мы поняли, что подобную тесьму несложно изготовить самостоятельно. На сеточке делаются шерстяными ниточками такие цветочки. В общем-то, ничего сложного нет, и размер тесьмы небольшой, поэтому можно поработать. Но мы не всегда используем тесьму. Сейчас вот у меня в ателье очередной заказ на такую блузку из стрейч-велюра. И я, пользуясь случаем, вам хочу показать и готовый крой, и выкройку. Здесь используется кружево в качестве вставочки в эту кофточку. Она очень удачно вписывается, как вот вы видите, тесьма на моем гольфике. И здесь также освежает, украшает, облегчает верх этого изделия. Здесь вы видите стойка. Стойка свободненькая такая, хомуточком лежит. Она может быть поуже. Также пришиваются удлиненные манжеты и пришивной пояс. Кофточка свободная, нигде ничего не зажимает. На спинке у меня нет никаких вставочек. В общем-то, тоже кимоно. Все легко, свободно, но за счет вот этого удлиненного манжета и вот эта вставочка такая чудесная, она также украшает это изделие. Ткань у меня тепленькая, уютная. Мне как раз вот сейчас по сезону эта кофточка подходит. Можно более тонкие ткани использовать и сделать более нарядный вариант, как бы Новый год приближается, поэтому эта кофточка может в разных тканях по-разному звучать. На это изделие, на эту чудесную кофточку достаточно метра ткани и кружево 80 сантиметров длиной. Ну, ширину вы можете делать уже, шире. Можно кружевом пройти по переду кокеточкой. То есть тут уже на ваши вкусы и пожелания. Мы сейчас с вами подробно рассмотрим выкройку, я вам расскажу построение. Рассмотрим детали кроя. Выкройка простая. На основе кимоно. Здесь все элементарно. За 3 часа кофточка может быть готова. Сейчас мы с вами приступаем к моей выкройке. Пожалуйста. Перед вами выкройка этой чудесной кофточки. Вот реально захотелось с вами поделиться, потому что она нравится многим, и ее с удовольствием заказывают и с удовольствием носят этот фасон, эту модельку. Вот вы видите перед красным цветом, а спинка синим. Я совместила 2 выкройки. Сгиб. Здесь показано кимоно построение, уклон плеча. Вот вы видите горловина, и я
углубила горловину по переду на 3 сантиметра, по плечу на 2 сантиметра. Плечо 14 сантиметров, и мы радиусом откладываем 4 сантиметра вниз, и таким образом у нас образовывается уклон нашего плеча, линии плеча. Добавляется 21 сантиметр, это как раз длина нашего рукавчика, и здесь в этом месте уже начинается пройма, она собирается и будет пришиваться наш удлиненный манжет. Перед от спинки ниже на 3 сантиметра. Следующее отличие переда от спинки — это внизу по центру. Со спинки я сняла сантиметр, а по переду я добавила. И вот разница между ними 3 сантиметра. Здесь даны размеры на меня. У меня 54 размер, но учитывая, что это трикотаж и все это тянется, поэтому эта кофточка может подойти и на 56 размер, и на меньший размер, своего рода оверсайз. Ну, опять же, это за счет того, что это кимоно, а вы уже можете сделать пришивной пояс по вашим бедрам, ну, или же всю ее пропорционально уменьшить, если у вас меньший размер, или немножко поддобавить. Здесь у нас манжет удлиненный, по низу 20 сантиметров с небольшой свободой, а в верхней зоне 34 сантиметра. Опять же, вы смотрите по вашим объемам руки. Длина этого манжета 45 сантиметров. В районе локтя немножечко еще добавляется расширение от прямой направляющей по сантиметрам. Вот здесь еще по переду проходит наша вставочка, наше кружево или же тесьма. К примеру, у меня кружевце, вот крой, это тканевое кружево. Мы вырезали таким образом, чтобы у нас прошли розы. И вот здесь в готовом виде будет 10 сантиметров. Роза попадает на центр. И далее вот с двух сторон наше плечико и горловинка кружева дано с припусками. Вот сюда подходит участочек кокеточки, подходящий к кружеву, и плечо наше. Ну и на горловинку у нас кружево подходит прямо к стоечке. Ну, опять же, может быть вообще вся верхняя часть кружевная. То есть тут уже по желанию. Далее нижняя часть нашего переда. Вот вы видите с припусками. И вот так достаточно интересно и облегченно вошло кружево гороховый велюр. Потом эта вся часть собирается на наш манжет. Вот здесь. И кофточка готова. Пришивается стоечка на горловинку. Ну, все понятно, все просто. И вот вы видите спинка, наш пришивной поясок и сборочка. Это была проведена примерка. Все померили, осталось только все это быстренько собрать. И пришла идея показать вам крой, показать вам выкройку. Я, конечно, стараюсь вас удивлять каким-то своим креативом, но в данном случае мне захотелось вот именно то, что часто у нас заказывается. Я подумала, что и вам эта модель понравится, потому что она у меня в ателье очень популярна. Просто, но со вкусом, с изюмом. Милая и заслуживает вашего внимания. Так, я убираю крой.
Вот сейчас дополнительно еще показана стойка 54 сантиметра длиной и ширина. Ну вот в данном случае это под гороховую кофточку, а здесь уже ширина может варьироваться, потому что на моем гольфике повыше. И пояс со сгибом приточной 52 сантиметра длиной. Ну, учитывая, что это трикотажные полотна и они краятся под растяжку. Сейчас дополнительно оператор пройдет крупным планом по деталям, по переду и спинке, по манжету и по стойке с поясом. Вот здесь я пишу, что это сгиб. Я специально на выкройке не стала показывать врезку кружева, потому что мы делали кружево не только в горизонтальном варианте, мы кружево делали и в вертикальном варианте. Поэтому вдруг там возникнут мысли, что оно расширяет. Здесь кружево хорошо вписывается по-разному, или же тесьма декоративная, может несколько пройти полос, может быть кокеточкой, мысом войти. Поэтому тут уже вы можете проявить свое творчество, свою индивидуальность и сделать уже как вам захочется. Кстати, вот эта блузочка в горошек изготавливается женщине, которая себе пошила юбочку бежевую в черный горох. И эта юбочка с одним швом велюровая. По ссылочке вы можете посмотреть мой мастер-класс. Она чудесная в горошек, с драпировкой по центру. И мы ей пошили такую юбку, а потом она долго подбирала под эту юбку вверх, и как-то черный цвет мрачно для нее смотрелся. И вот наконец-таки она подобрала черную ткань в бежевый горошек, и в комплекте с этой юбкой получилось очень даже интересно. Поэтому юбочку вы можете посмотреть в горошек у меня на канале. Юбочка бежевая в черный горошек, а кофточка будет черная в бежевый горошек. И еще и с таким интересным кружевом. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео, моя кофточка. Вдохновила вас быстренько взять и что-то себе подобное покроить. Я буду только очень рада, если вы в комментариях напишите, что у вас получилось. Ну и можно, конечно, в моей группе в Фейсбуке и в Инстаграме выкладывать фотографии своих изделий по моим выкройкам. Мне будет очень приятно. Ну и, конечно же, кто еще не подписался на мой канал, подписываемся, не забываем. Ставим пальчик вверх, нажимаем на колокольчик. Ну, все как всегда. И до скорых встреч на моем канале. Всего вам доброго. Не болеем!